Всем привет, гайс, меня зовут Catfish Studio, и добро пожаловать на третью серию рубрики по CarX Drift Racing 2 «Путь новичка». Прошлую часть мы закончили тем, что я приобрел новый первый автомобиль для парных заездов, на котором уже как-то возможно чувствовать дорогу и показывать хоть какие-то парные заезды, попытаться проехать которые у нас сегодня и входят в планы на наш выпуск. Если говорить точнее, то сегодня мы попытаемся показать какой-то парный дрифт на нашем автомобиле, узнаем еще один способ, который поможет нам быстро фармить голду и с невероятной скоростью прокачивать наш уровень в игре. Также попытаемся поставить широкий обвес на нашу машину, чтобы имела хоть какой-то уже вид. Начнем мы с парных заездов. В игре есть парный дрифт, зайдя в который вы можете найти две вкладки: XDS парный дрифт и XDS дуэля. Парный дрифт — это когда вы едете сами за собой, то есть лидером едете вы и преследователем тоже вы, сами за собой получается. А вот дуэли — это когда по вашему никнейму вам кидает заезд другой игрок. Ну что ж, давайте протестим наш SX. Каково вообще ему будет в парном дрифте на стоковом движке? Давайте выберем конфиг, на котором поедем. Думаю, начнем с простого. Паркинг первый, чтобы хотя бы прочувствовать нашу машинёшку, как она едет, ставится и все в этом духе. Зайдя на трассу, мы можем выбрать конфиг, который мы поедем. Начнем с первого. Здесь вот есть такая буковка I, которая даст нам возможность посмотреть нужную траекторию и вообще понять, как ехать на этой трассе, потому что каждый человек может видеть задание на проезд трассы по-своему. Поэтому игра предлагает такой более общий вариант. Посмотрев все это дело и прочитав, выбираем шины. Конечно же, едем мы на Сэм-сликах, потому что они самые держаковые и имеют больше всего зацепа. Соответственно, наша скорость будет выше и управляемость тоже. Короче, ставим их и заходим на конфиг. Как только мы загрузились, игра предлагает нам регулировать давление в шинах. То есть, если, к примеру, нам нужна траектория пошире, можно маленько давление повысить. Если вам нужен максимальный зацеп, то можно маленько понизить. Но это нужно делать исходя из множества критерий. Поэтому не советую тут что-то трогать, если вы не понимаете в этом. Но одно могу сказать точно: эти цифры — это не просто цифры. Они сильно, очень сильно влияют на поведение вашей машины и то, как она поедет. Так, тут разобрались. Теперь давайте поговорим об еще одной очень немаловажной штуке для парных заездов — камера в игре. В CarX Drift Racing 2 есть большое количество камер, но нас интересуют только 3 из них. Давайте по порядку разберемся. Первая камера — низкая. Данный тип камеры использует большое количество людей, но не большинство. Данный тип камеры лично мне не нравится, и я его не советую использовать, потому что с ним скорость автомобиля кажется намного быстрее, так как камера опущена к земле и создается ощущение, что асфальт быстрее бежит под колесами автомобиля. Да и высота очень неблагоприятная, потому что когда вы едете преследователем, вы не особо видите свой капот, чтобы делать близкие перекладки или же подъезжать к двери. Вторая камера — средняя. Эта камера, на мой взгляд, самая удобная и популярная. С ней играет большинство игроков. Я советую вам тоже перейти на нее, потому что ваша машина будет находиться чуть ниже, благодаря чему скорость будет не так сильно ощущаться, а также вы будете видеть своего соперника полностью, что позволит делать более качественные перекладки и держать дистанцию стабильнее. И наконец, третья камера — высокая. Скажу честно, по мне камера очень сильная, потому что скорость в игре вообще не ощущается. Из-за того, что камера находится так высоко, вы можете вообще в упор подъезжать к лидеру или же делать супер-ультра-мега близкие перекладки в миллиметре, потому что вам не нужно чувствовать габариты вашего автомобиля, так как вы все точки крайней вашей машины видите на экране. Но у вас наверняка возник вопросик: почему же тогда все с ней не играют просто и все? С этой камерой очень сложно прочувствовать всю физику игры. Машина ощущается немного по-другому, и на ней лично для меня сложновато ездить и привыкнуть, поэтому я езжу на второй камере. Зайдя в парные и выбрав конфиг, вы сможете заметить опять же эти задания. И весь сок в том, что эти задания всегда только лишь на золото. Здесь никогда не бывает заданий на серебро. То есть, если вы в одиночке, когда выбираете конфиг, вам задания на серебро дают, тут будут давать исключительно на золото. И да, вот тут-то и идет в бой наша АЕ-86, которую мы прокачивали не зря. Как мы видим, задание заключается в том, что нам нужно проехать на машине Тир 1 и занять R1 ранг, и благодаря нашему хача-року на ProDrift 3 мы сможем это сделать. А если бы мы его не вкачали, то это было бы очень сложно сделать. Поэтому заходим на конфиг, вот так вот проезжаем парный заезд, чистенький более-менее такой, чтобы занять R1, и получаем свою голдишку. Да, таким образом можно нафармить тысячами золота. Поэтому, ребята, дерзайте. Вы одновременно будете фармить голду, так и еще и скилл свой повышать в парном дрифте. Ага, опять получается двух зайцев убиваем, правильно? Таким вот образом фармим и фармим в парном дрифте. Но, конечно, не всегда у нас все идет по маслу. Бывает и случаются вот такие обсеры, что ли, даже не знаю, как назвать правильно-то.
Да, бедная Е86. Ну ничего, она у нас еще много чего переживет. Теперь давайте посмотрим, сколько у меня золота сейчас. Да, и я буквально минут 20 поезжу в этих парных заездах на хачике этом и глянем, сколько же я могу получить. Как мы видим, теперь золота у меня стало вот столько. Играл я исключительно в парные заезды на Хачироку. Все задания были выполнены только на нем. Выполнил я задания на всех конфигах паркинга, Атрона, Энринга. На Питере я выполнил задание только на первом конфиге, потому что остальные наш хач не потянет, ему уж больно тяжко там. Соответственно, таким вот образом вы можете каждый раз фармить много голды и тренить свой скилл. Да, чем вот я всегда в принципе-то и занимаюсь в Карыксе. И да, кстати, за эти парные заезды дают очень много опыта, ну прям вот очень много, когда вы занимаете R1 или R2 ранг. Поэтому эти парные заезды помогут вам супер-пупер быстро апнуть уровень в игре. Да, и открыть новые трассы и тачки. Так, ну чё? Фармить мы разобрались, как и парные катать. Теперь давайте нашего кента, что ли, приоденем, да? Что у нас тут есть-то? Гоночные, не гоночные костюмы. Ля, розовый какой. Блин, только в событии достать можно. Вот обида. Ну ничего, сейчас мы его как-нибудь помоднее приоденем. Так, майку с шортами нацепили, будто бы это пижама, чтобы в ней спать, а не гонки ездить. По сапогам мы тут, пожалуй, воздержимся от ковбойских. Думаю, в них жарковато будет ему. Поэтому давайте черные кроссовки купим попроще, да и все. Что касается шлема, что-то все дороговато у нас, поэтому нацепим шлем для мотороллера с очками, будто мы летчик. Нам же все-таки предстоит в будущем на Ибису прыжок в стену делать, правильно я говорю-то? Давайте теперь эмоции нашему кенту выберем. Радоваться будет он скромненько, с кулачком, да и грустить будет так же, безэмоционально. Так, а чё по бездействию тут? Ля, смотрите, как на пикник чисто приехал. Не хватает костерка и шашлычка около гаражика, да? Ладно, все, теперь давайте сделаем наш SX широким и крутым. Купим этот крутецкий обвес, маленько подрегулируем его зеркала, фары, бампера, капот. Кстати, никогда не понимал, почему некоторые капоты типа у них открытые. Туда что, мотор что ли от КамАЗа поставили или что? Поставим давайте ковши что ли к нам в машину, каркасик, а то нашего чела-то все-таки жалко убить будет. Ну как жалко? Настолько жалко, что руль я ему решил не покупать. Пусть стандартную баранку крутит, пока не заслужил. Короче говоря, вот такой вот SX у нас получился. Четенький, да и Поцк тоже вон на стиле. В очках-то для летчика. Теперь давайте, гайс, замутим такую тему. Сейчас я поеду парные заезды на нем сам с собой, чтобы показать вам, как на нем более-менее можно что-то выдавать. А пока вот у вас на экране мой ник, и по нему вы можете накидать мне парных дуэлей. Как раз таки и я поеду с вами вот на этом вот SX. Да, и в следующем выпуске я могу вставить вот эти вот заезды и проанализировать его, каково вообще SX вот будет с вашими там мощными машинами ехать. Вот. Поехали, чё? Ну чё, давайте сразу, так сказать, планочку-то повыше брать. Энринг 2, будто на Мосфорте участвуем сразу. Первым проехала, еду чейзером. Постановку делаем в сейве, ну или просто мощей нам не хватает, чтобы пошире сделать, да? Перекладочку. Тут, конечно, я лидером в No-Go заехал, но думаю, судьи поймут нас, и маленько что-то отстал я тут, да. Догнать не могу, но это ладно. Тут спускаемся вниз, и что-то тут распрямился, ну да, маленько, бывает. Тут вот и за трассу заехал, ну просто понимаете, решил к дачному сезону одному из судей грядки помочь скопать, а то он мне, как бы это, баллов побольше насыпет. Но тут на перекладке у меня просто ботинок развязался и в педалях запутался. Перекладка, короче, не особо получилась, ребят. Спишем на бракованные кроссовки. Твою мать, так и знал, надо было ковбойские брать. Ладно, проехали мы достаточно неплохо, я считаю. Неплохо. Ты что, дурак? Ну, я считаю, пойдет для первого раза. Мы просто не тренировались и не разминались. Вот. Чё, теперь давайте вообще уж прям по харду, ребят. Ну, тут постановочка маленько не задалась что-то. Но, как вы видите, лидером я неплохо поставился. То есть у SX нашего, ну, мощей-то хватило. Но вот тут-то вовнутрь маленько ушел. И что-то заехал на поребрик. Ну, просто синенький он под цвет неба, а у нас же очки летчика, значит, небеса любим, правильно? Правильно, блядь. Правильно. Ну и в принципе таким вот макаром мы доехали до финиша. Да, давайте подводить итоги. За этот ролик мы поняли, что парный XDS Drift дает нам очень много золота. Также он дает нам очень много опыта для прокачки аккаунта. Поняли, что все машины надо качать на ProDrift 3, чтобы катать на них задания. Проверили наш SX на парный дрифт, и он показал себя уж очень достойно по мне. Да, ну просто пилот там маленько был не готов, да и кроссовки бракованные. Ну, вы поняли. И мы разобрались, с какой камерой лучше играть в парный дрифт. Все, гайс, если хотите, кидайте на мой ник дуэли, я с вами поеду в следующих выпусках. Ставьте лайкосы под ролик, пишите комментарии, что бы вы хотели еще узнать от меня. Подписку на канал кидайте, лупите в колокол, чтобы ничего не пропускать. Всех обнял, поцеловал. До новых встреч.